Всем доброе утро. Сейчас 7 утра, 7:20, 7:30 где-то. Смотрите, как сегодня вторник. Луна еще, солнце не зашло, а вот луна, если вот там вот между ветками видно полнолуние. Вчера я здесь упустил дораду одну. Тут уже с утра вот префектура Наваль стоит. Город еще спит, тут еще все спят. Моя машина уже прогревается. Поеду домой. Уже я недельку катаюсь, уже сегодня 8-й день. Поеду домой, потому что, честно говоря, посмотрел. И таких крутых мест, которые бы я хотел бы посетить, нету. Есть там под Буэнос-Айресом, Валивайчу, еще что-то. Но с другой стороны, туда мне за 100 километров я приехал один день и все. Так что, наверное, сейчас поеду, я никогда не был в Росарио, Санта-Фе, через провинцию Санта-Фе, там скоростная дорога дальше начнется, это на 100 километров дальше, чем можно по полям, но зато быстрее. И на Буэнос-Айрес. Ну, не будем мы тут останавливаться уже, я уже настроился ехать домой, значит поедем. Вот, видите, мне написано, что еще 5 часов мне ехать, то есть 620 километров мне осталось. Есть дорога на 100 километров ближе, через поле, одиночная такая, и я так по Google мапу посмотрел, там ни поселков нет, ничего, и она такая немного побитая, то есть я так понял, там грузовики шарахаются, и мне что-то не совсем понравилась вот эта тема, ехать по побитой дороге, пускай даже и на 100 километров меньше, и там, где нету ни связи телефонной, ничего, не дай бог чего-то с колесом случится или еще с чем-то, вообще не выберешься. Это раз. Второе, я хотел, ну, вот что ты проедешь поле, 600 километров поля или 500, и ничего не увидишь, кроме вот кустов и все такое, то я решил, поеду немного лучшей дорогой. Сейчас я поеду до Параны, город Парана. Это, по-моему, столица провинции Энтре-Риос. И потом перееду там через мост и попаду в провинцию Санта-Фе. Проеду через город Санта-Фе, город Росарио. И там от Санта-Фе до Буэнос-Айреса будет идти скоростная дорога. Во всяком случае, двойная, с разделительной полосой, со скоростью можно ехать. То есть более цивильно. И я думаю, что если даже дорога будет на 100 километров дальше, но если она будет более цивильная, мне, наверное, более приятно будет. Я уже хочу домой, хочу монтировать видео, хочу вести трансляции, снимать что-нибудь такое. В следующий раз поеду по провинции Буэнос-Айреса. Почему так? Сейчас расскажу. Потому что, прикину, ну вот приехал я тут за 600 километров, в принципе, без лодки здесь делать нечего. На лодках это дорогое удовольствие, то есть 20-30 тысяч в день. И плюс, опять же, потом вот на всем протяжении таких мест нет. А еще ты заплатишь столько денег, ты даже не можешь рыбу отсюда взять домой, там даже пускай ты ее поймал, хорошую, все. Тут столько процедур надо пройти, столько всего. Одним словом, это уже действительно такая настолько спортивная рыбалка, поймал, отпусти, что вообще. То есть ты можешь ее, конечно, там одну какую-то взять, скушать, это понятное дело. Местные тут сетями ловят, а вот ты как турист, потому что вот эти полицейские контроли бесконечные и все остальное, конечно, колупает. Как-то такой жести в провинции Буэнос-Айрес я не наблюдал. Какие-то куропатки с длинными носами бегают по дороге, уже третью вижу, тут 2 бегало. То есть в провинции Буэнос-Айреса действительно ты можешь поехать на море, наловить этой рыбы, привезти ее домой, или, ну, не из-за того, что привезешь ты ее домой или нет, вопрос не в том. Просто как-то у нас там поближе есть побольше мест для этого самого, и озера, и реки, и океан. Все как бы оно в одной провинции, все это есть. И нету такого жесткача, скажем. Есть, конечно, но не настолько, как вот в других этих провинциях, что совсем тебя смотрят там каждую, блин, что ты везешь и все остальное. И не так далеко все-таки. Так что не знаю, я не думаю, что надо ездить за полстраны на рыбалку. То есть, если ты в отпуске, вот сейчас я делал больше, чуть-чуть, честно говоря, такой отпуск. После всех этих карантинов, после всех этих ограничений, меня уже немного достало сидеть бесконечно, не выезжая никуда. Уже зима это. Хотелось немножко почувствовать уже такое, на природу выехать, за город, подальше, куда-то на несколько дней. Ну, вот так я и сделал. 8 дней, вполне приличная поездка. Отдохнуть головой, побывать
посмотреть лето среди зимы. Еду специально по тем местам, где я не был никогда, к примеру. Кажется, не так далеко, 600-800 километров от Буэнос-Айреса, но есть же не все места, где я был. Вот в этих местах Эскина, Корьентес, Ла-Пас, вот сейчас Парана, Санта-Фе, Росарио, я не был, хотя это и не так далеко. Ну, нормально теперь. Сейчас проеду, посмотрю, и когда кто-то тебе скажет, ты уже будешь иметь представление, как там, какие дороги, все остальное. Ну, дороги пока нормальные. Один участок был небольшой, там, в Корьентесе, где были какие-то такие ямки. Ну, и то он не очень большой был, этот участок. Все остальное пока что, даже если одностороннее, то вот такая, как сейчас, видите. Я имею в виду двустороннее, я настроен двустороннее. То есть туда и туда, если еду, то хотя бы чистенько и не загружено. То есть нету, что там караваны грузовиков идут, и ты их не можешь обогнать, как в некоторых местах. Так что, в принципе, еду пока, снимаю, наслаждаюсь, слушаю музыку. У меня тут куча музыки. Показано, что осталось мне, как бы через 64 километра я должен свернуть с руты 12 с дороги. И осталось мне 612 километров до этого самого, до дому. Сейчас, видите, так что все вроде бы окей. Где-то часа, не знаю, поскольку я там буду дома. Посмотрим, не буду загадывать, потому что я не еду без остановок. Я буду останавливаться, снимать, пойти покушать где-то, еще что-то, просто размять ноги, посмотреть интересное место. Потому я не загадываю, во сколько я буду дома. Буду, да и буду, хоть и завтра. Смотрите, приближаюсь к этому самому городу Парана называется. Вот как река Парана, так и город Парана. Ну, как приближаюсь. 38 километров осталось. Ну, дорога стала чистенькая, хорошая разметка вообще. Ну, односторонняя, конечно. Но я из-за этого и поехал до Санта-Фе, то есть там перееду через мост, и с Санта-Фе начнется автописта. Там я смогу, ну, как бы поехать побыстрее. Ну и здесь 110 хотя бы без ям, это вполне, ну, как бы нормально. Видел один пост полицейский, но они не остановили. Так что пока топчем до Параны. Пока природа вот такая, больше такого сверхъестественного ничего. Единственное, что можно сказать, конечно, здесь не шик, городки и поселки, но в то же время, мне кажется, на мой взгляд, немножко будет побогаче, чем в Корьентесе. Мне показалось, что поселки в Корьентесе, такие простенькие поселки, то победнее будут. А рожи, вот эти всякие речушки пересохшие, негде остановиться, покидать. Видел одну-две, ну, решил ехать сегодня долго. Вряд ли я хочу припереться аж ночью. Уже потом поедем отдельно на рыбалку. Так что пока турист. Прикидывайте, здесь чуть ли не на каждые сколько-то километров село. А в этом селе, как правило, знаки там так везде 110, потом 80, 60, 40 перекресток. И я стараюсь соблюдать, а все сзади за мной там уже просто смотрю, уже, блин, с ума сходят, пытаются меня обогнать, что ты, мол, типа останавливаешься, там 40, 60. А я что так делаю, потому что штрафы дорогие, это раз. А второе, я тут видел в одном месте, там вообще село какое-то в поле, и радары стоят. Я чуть не офигел, там на столбах прицепленные. Прикидывайте, вот так думаешь, в этой Энтре-Риосе все время так. То ли за кущами какими-то сидят, то ли машина какая-то приоткрытая, и там радар торчит. То посреди поля где-то в селе поцепят. То есть местные, может, они и знают, что ага, здесь, допустим, нет радара. И они думают, ну, что он тут тянется-то? Ну, хорошо, а если я еду первый раз по этой дороге, раз-два проскочил, потом можешь так нарваться на эти радары, что мало не покажется. Тут штрафы у нас одурельные потом приходят. Так что приходится их как бы это дразнить. Пускай хотят, пускай сами обгоняют. Ну, поселок на поселке, поселок на поселке. Сзади дед уже вообще никак не может. Он сейчас на две сплошные пойдет меня обгонять. Я еду 66, тут и так 60 надо. Дед сейчас будет меня прямо по сплошных обгонять. Он-то понимает, что тут ничего нет, а я не знаю, есть тут или нету. Где они спрячутся эти.
Я так думаю, закончилось мое одностороннее движение, двухстороннее движение. И начнется, вот смотрите, Парана, Санта-Фе, Росарио, прямо показано ехать надо. Видите, и уже началась дорога, вот уже разделенная, скажем так. Здесь явно постройки муниципальные, такие, которые правительство построили, я не успел там заснять эти самые домики. Все как коробочки такие, знаете. Так, Санта-Фе прямо, Парана прямо, ну, значит, прямо поедем. Ребятки, хоть отсюда посмотрим немножко, как бы, этот город Парана. Смотрите, как он тут открывается на горизонте у меня. Я не могу тут на автостраде останавливаться, на автописте. Как могу, так и покажу. Такого что-то стиля. Так, Санта-Фе, Парана. Сюда сворачивать показано. Так, значит, будем сворачивать. А то так и пропустишь. Так, Санта-Фе сюда. Так, очередные проверки какие-то. Сейчас посмотрим. Похоже, что всех проверяют. Везде полицейские куча. Вроде меня не захотели проверять. Это хорошо. Так, тут радар еще какой-то стоит у них. Блин, как они задрали своими радарами, если честно сказать. Так, Тархета, Мануаль. Я в плане того, что даже на полицейском посту, если там 20 превысил, 25 или что, и тут радары поставили. Сейчас надо спросить, сколько стоит еще их не проезды. Возьмем для начала сотни, посмотрим, хватит ли нам. Ага, там, наверное. Оля, ¿cuánto? 100? Точно 100. Gracias. Так, теперь вроде бы вот сюда. Я тут никогда не был, потому извиняюсь, такой я немножко. Там под так, максима 60 стран. Автописта максимум 60. А, это туннель какой-то написан. Потому 60. Потому что написано какой-то туннель. Ну, туннель так туннель. Посмотрим туннель. Вот такой туннель. Надо бы тут очки переодеть. Довольно длинный туннель. Вот. Этот говорит, что сигнал GPS не обнаружен. Да, такое я тут не знал, что такие туннели есть. Смотрите, 60, Су-Велосидад 37. То есть везде радары в этом туннеле. На всякий случай вас предупреждаю, что тут можно ехать 60, я еду 40 на всякий случай, потому что туннель первый раз. И везде тут еще проезжаешь, и оно говорит, что какой ваш там этот самый, скорость какая у вас. Так что везде тут куча радаров. На всякий случай. Вообще славится этими радарами прямо Entre Rios. Я уже хочу с него выехать. Не знаю, правда, как Санта-Фе. Может, он не слабее по радарам, чем Entre Rios, но Entre Rios просто достает своими ограничениями, радарами и всем вот таким вот хозяйством. Просто тупо дотягивает. Ладно, уже вроде выезд из туннеля будет. Надо снова менять очки. Так, что там на улице будет после туннеля? Интересно же посмотреть. Я же говорю, тут местный народ, кто толком знает, где есть радары и где нет, они гоняют как хотят. А вы не знаете, начинаете по знакам ехать, их это бесит. Они типа тебе мигают.
везде радары. Вот на выезде, смотрите, снова радар висит. Видите, вот. И камера, и радар. GPS-сигнал снова обнаружен. Снова обнаружен. Вот еще один. То есть тут просто немерено этих радаров. Вот убийственно этих радаров. Так, возьмем, так как я трошки сниму. Вот смотрите, на столбе еще один радар вот висит. Просто тупо радар на радаре. Так, что тут? Мне ж сюда ехать, сюда. Еще какая-то оплата, что ли, за дорогу или полиция? Сейчас посмотрим. Наверное, снова оплата за дорогу. Очень смешно, я столько платил. Обыск. Полиция. Вроде бы никто ничего не берет. Не пойму. Ладно. Еще раз обыскивает полиция все машины тут. Фиг поймешь. Вот честно говорю. Фиг поймешь этих всех. Полицейский на полицейским погоняется. Я имею в виду провинцию Entre-Ríos. Вот. Как-то у Корриентеса при въезде видел и при выезде сбали с провинции полицейские. И там в городке ездят, но им до тебя дела нет, они просто за городком смотрят. А здесь вот только заезжаешь и выезжаешь, и все время и в дороге везде полиция, посты, радары. Просто немерено. Я же говорю, я еще ничего не знаю, как там будет Санта-Фе, провинция. Вот у меня остался это Парана со стороны, вон там осталось. Я так понимаю, я уже сейчас перееду реку, где-то в этих краях. И появлюсь в провинции Санта-Фе. Появлюсь в город Санта-Фе, провинция Санта-Фе. Объехал наконец-то это. Ладно, погнали, будет что-то интересное покажу. Я так понимаю, что сейчас я буду переезжать. А нет, это еще не река. Или река уже. В общем, я не пойму. Уже я в Санта-Фе или я еще не в Санта-Фе. Но я думаю, что уже не в Entre-Ríos на всякий случай. Сейчас будет, вон там город впереди, я надеюсь, что это уже Санта-Фе. Единственное, что я не думал, поеду специально по таким вот скоростным дорогам, притоплю, типа, ага, притопил. Здесь этими контролями и всякими ограничениями скорости, если бы я по полю поехал, я бы, наверное, быстрее был. Вот, смотрите, опять 80, там, блин, там в поле 110 было. Я же говорю, это называется притопил, чувак. Поехал. Мне здесь поэтому скоростным еще меньше еду со скоростью, чем ехал с этим самым. Без скорости. Ну, он местным-то по барабану, или ты, может, блин, он выбирается, может, он на выборы спешит. 100, я говорю, да там в поле 110 везде было, а здесь называется платная дорога. До 80, до 100. Ладно, одни поселки с такими руинами пока. Зато куча плакатов с кандидатами. На каждом столбе кандидат на выборы. И который написано, что он это знает, ваши нужды. Вот этих вот нужды знает он. Это как у нас там, знаете, есть пригород там бедный такой. И там кандидаты, которые живут в самом дорогом районе Буэнос-Айреса, там, Пуэрто-Мадеро. Ну и они написано, они знают нужды этого вот типа, блин, района. Действительно знают нужды района, вон те, кто вон там живет, сами живут в самом дорогом районе Буэнос-Айреса за $1 миллион. И знают нужды. Ну-ну. В общем, будете кататься по моему маршруту, лучше бы по полю поехали, честное слово. То будете только на светофорах останавливаться, кучу радаров думать, кучу полиции и всего остального. Зато, смотрите, весь город облепленный рекламками предвыборными. 12 числа, через 2 недели выборы, там через 2,5. И тут город старается.
Смотрите, эти плакатики уже вынесли мозг с кандидатами. Видите, на каждом столбе 25 штук висит. Просто этих бумаг немерено уже здесь. Буэнос-Айрес, конечно, покрасивее будет. На каждом перекрестке эти мойщики стекол. Вот такое все. Машин до черта. Оно, не знаю, мне не очень понравилось пока что. Это в Санта-Фе я сейчас нахожусь. Может потому, что это я по объездной как бы еду. Ну вот видите, тут как бы поза городом. Но все равно, что-то я пока так красот прямо не увидел. Не скажу, что меня там восхитило посмотреть пока что. Ну и на окраинах вижу, как всегда, но это и в Буэнос-Айресе присутствует. Это не скажешь, что тут такое в Санта-Фе. И в Кордове я видел на окраинах такое же самое, и в Буэнос-Айресе такое самое. Вот это вот такие построечки, видите. Вот. В общем, туда с камерой лучше не берите и не шлепайте. Просто так пешочком с камерой в руках или с фотиком. Это явно видно, что это не для съемок местечко. Загаженная какая-то река у них тут есть. Вон весь мусор туда скидывает, как у нас Риачуэлю. Посмотрите, явная вижа. Санта-Фе-Синуска. Ну и там зато плакатами все деревья обклеены кандидатов, которые будут избираться. Ну уже появились плакаты, указатели на Буэнос-Айрес. Так что скоро уже 400, сколько мне тут осталось? 460 километров. Ладно, больше тут ничего такого интересного не увидел. Там окраина, тут вижа, тут развилка нас. Пригород Санта-Фе города. Это грязюка, бутылки, мусор. Такого грязнотища я еще и не видал. Дорога, смотрите, это окружная дорога на Буэнос-Айрес, разбитая. Везде вижи, везде грязюка. Вот. И везде плакаты кандидатов, которые знают, как этим управлять. Ну ладно, про кандидата уже забудемся, но вопрос не в том, просто даже не ожидал. Я думал, ну тут окружная, вон видели в Буэнос-Айресе окружная дорога, приятно ехать, там мчишься, то все. Здесь, во-первых, ямы, во-вторых, ты не остановишься, иначе тут это вот вижу. И везде вот этот вот сброс мусора, то есть едешь как по мусорке по какой-то. Честно говоря, меня удивил город. Я считал Санта-Фе, там вау. Теперь я что-то уже так не считаю. Я бы сейчас уже предпочел ехать по тому полю, где я ехал. Между этими всякими речушками тарарир по дороге ловить, чем тут вот такой Санта-Фе. В всяком случае, окружная у них вот такая. Так, через километр написано мне куда-то сворачивать, буду смотреть картели. Он едет, смотрите, на мотоцикле еще что везет такое, что не поймешь. Так, куда мне? Росарио написано вперед, прямо. Хорошо. А моя показывает через 600 метров сворачивать. Тут началась автописта в сторону Буэнос-Айреса, в сторону этого самого, еще кое-где ремонтом занимаются на этой автописте. Ну и плюс опять же, только что был поворот на Кордову, кто хочет в Кордову. Мне написано до Буэнос-Айреса 450 километров. Но если, честно говоря, рядом, когда я смотрю, рядом поселки, это, конечно, что-то с чем-то. Что-то больше мне начинает нравиться Буэнос-Айрес. Вот надо периодически ездить по провинциям, чтобы немножко как бы понимать где-то что да как. То есть тут много уже такого совсем уж бедных поселков. Я скажу, видишь, поселки, он там, может вам не видно в этих кустах, там в этих кустах поселок. Вижами, честно говоря. Ну то есть, не знаю, как тут их правят именно. Очень уже бедненько как-то. У нас тоже в провинции Буэнос-Айреса, конечно, есть. Каждый жаба свое болото хвалит, но факт есть факт. Есть, но не все прямо так. Все-таки там как-то море, наверное, сказывается туристические. Все больше туризма, больше народу. Что-то там как-то не настолько грустненько, как здесь. Пока до сих пор вот еду уже сколько, ну не знаю, ни одного знака не видел дорожного, чтобы сказал, сколько скорость можно ехать.
Вот не видел. Написано с одной стороны автописта, с другой стороны нету. Ни 100, ни 120, ни 130. Не могу понять, сколько можно ехать по этой автописте. То есть как бы ориентируюсь по соседним машинам. Но чтобы никуда не заскочить, лучше бы как бы... Хотя с другой стороны по автопистам вроде как и 130 разрешено. Но и дорога такая латаная, как бы не сильно и разгоняться охота, потому что разгонишься. Вот с той стороны как бы построенная какая-то новая полоса, наверное, тут была вот эта одиночная, потом тут построили, а это, видите, еще и ямки есть, еще бугры есть всякие, так что можно и залететь. Так что тут как бы, вон, 110. Так я так по полю ехал, 110, там, в той провинции. Можно было и на 100 километров меньше, прямо по полю 110 поехать. И ни радаров, ни светофоров. Здесь полиция, радары и светофоры, да еще и непонятно сколько едешь. То есть это проигрышный вариант ехать через Санта-Фе и Росарио в сторону Буэнос-Айреса. Если можно поехать по полю, лучше езжайте по полю. О, первый знак, и тот 80, очень прикольно. А дальше 60. Проехал оплату за дорогу. Но прикидывайте, с тех пор как выехал от Санта-Фе, я еще не видел знака ограничения скорости. То есть не могу понять. Вот оплату за дорогу проехал, и сразу после него не было знака, сколько разрешено по этой дороге ехать. Да, в провинции Буэнос-Айреса все утыкано знаками. То ли 120, каждые несколько километров знак, 100, 130, 120, 110. Здесь нету, не поймешь, как пользоваться. Как автопистой 130 или как обычной дорогой национальной 110. То есть, как бы сам себе выбирай. Смотрите, нету знаков. А потом радар поставят и думаю, и насколько. Видите, ни с той стороны, ни с этой стороны дорожных знаков нет. Сколько можно ехать. Ну, это 120, в принципе. Это же автописта. По автопистам по-нормальному 130 можно. Но хотелось бы убедиться. А то они сами про себя, может, и знают, но я так не знаю. Вот так и путешествуем. Хотел посмотреть незнакомые дороги. Вот, смотри, Леня, незнакомые дороги. Будешь знать, будешь ценить свой Буэнос-Айрес. Угу. Так и есть. Но все равно прикольно. Я люблю, честно говоря, путешествовать, люблю смотреть новые вещи. Так что эти тоже надо. Не всегда должно быть прямо там, ну не знаю, все такое супер-пупер. Надо знать, что в некоторых провинциях ты можешь встретить не супер-пупер. Когда в следующий раз поедешь, будешь уже к этому морально готов. Ну хорошо, хоть ямы кончились. И это уже спасибо вам. Я так смотрю по программам, выяснил, так знаков и нет, что 130 разрешено. Тут один грузовик хочет обогнать другой грузовик, я за ними еду уже черно сколько, смотрите. 80 километров в час, один не может обогнать другой, чтобы уступить дорогу, наконец-то он обогнал. А я собираюсь вообще обгонять друг друга, если ни один, ни второй ехать не может. Больше 80. Знаков так я и не видел, я имею в виду скоростных. Просто моя ХПС показывает, GPS, что можно ехать 130, но знаков дорожных нету. Вот. 0. Бывает ремонт на автописте. Один знак, пока что уже почти доезжаю до Росарио, между двумя городами увидел один знак в одном месте, что здесь можно ехать 130. И вообще очень странная автописта. По одной простой причине, что все знаки, где можно чуть-чуть развернуться, везде стоит знак, что разворачиваться нельзя. То есть я так и не понял, если ты, к примеру, ошибся или тебе что-то надо развернуться, где здесь можно развернуться? То есть там, где в принципе как бы можно, что в других местах наоборот знак, что там разворот, то все. Может они еще не доделали, ну как бы официально его. Но это меня, конечно, немножко удивило на вот этом участке. То есть, первое, что нету вообще скоростных знаков никаких. То есть, допустим, развилка дорог. А после нее выезжает машина на эту, и она не знает, сколько она может ехать и сколько не может ехать. И нету нигде разворота. Даже наоборот, там, где как бы можно развернуться машине, там стоит знак, что нельзя. Это меня немного поразило. Я вот, к примеру, ну ты поехал чуть не так, тебе надо вернуться. Вот смотрите, к примеру, вот
есть сейчас. Видите? Вот здесь как бы можно было бы развернуться, вот тут есть участок, но тут поставили знак «Разворот запрещен», видите? Соответственно, я не знаю, как ты до другого города ехать, чтобы потом развернуться и поехать обратно, как бы 150 километров, и на всех. Пока что не видел ни одного знака, где разворот разрешен, чтобы можно было вернуться в обратную сторону. То есть странное, конечно. Видишь? У нас наоборот натыкано на каждом перекрестке, после каждого перекрестка знак, сколько можно как бы ехать, с какой скоростью. Здесь нет. Зато куча знаков было натыкано в самом городе Санта-Фе. Не осталось написано 364 километра. Ну, этот мне говорит 361. Ну, почти правильно все. Вот знак второй. Разу вижу знак, где написано, что можно ехать 130. Смотрите. Вот сверху на столбе. Во. 80 грузовикам, автобусам 100 и 130 автомобилям. Вот так. Но зато пару радаров моя, это самое, антирадар показывал пару радаров на 130. Смотрите, снова разворот и снова запрещенный. Кошмар. Ну, в общем, незнакомому человеку немного непонятки. Понятно, что если бы мне надо было развернуться, я плевал на этот знак, развернулся бы и поехал. Но официально-то ни одного ж нет разворота пока что. Так, еще одно отличие от других дорог я заметил на этой дороге между Санта-Фе и Росарио. Ни одной торговой точки. Ни одной. Я где не ехал, даже хоть дед какой-то может стоять, лавой, там поставить столик, что-нибудь продавать. Или там какие-то фрукты, овощи, там везде апельсины какие-то по другим дорогам продают. По провинции Буэнос-Айреса всякие колбасы, Парижи, там дымить что-нибудь покушать. Ни одной не видел торговой точки, где можно остановиться, что-нибудь там покушать, или купить, или постоять, поглазеть. То ли им здесь не разрешают, то ли тут некому торговать. Ну, уже есть какие-то вон там изредка. Ничего, пусто. Скучная дорога, если честно сказать. Не знаю, посмотрим, когда заедем в провинцию Буэнос-Айреса, но здесь скучновато. У нас там хоть, ну не знаю, хоть для прикормку для этих самых, наживку для рыбаков продают, а здесь пусто. Ну, надо было поехать посмотреть. Иначе бы все равно хотелось бы посмотреть в следующий раз. Вот. Так что скучно. Я думал, остановлюсь, где-то покушаю какого-то мяска, там, знаете, на кострике, то все, там дорога все-таки 600 километров. Пока что вот еду, ни одной такой варианта мне не присветило, чтобы посмотреть. И еще, видите, вот на эту полосу лучше не съезжать, потому что тут грузовики все время идут. И они эту полосу, когда жарко, асфальт тормозами своими, ну, сбивают в кучу, и такие бугры как бы асфальтные. Так что если идти на 140, лучше на 130, лучше на этот бугор не заезжать. Одним словом, только для того, чтобы вас обогнали. Вот меня сейчас будут обгонять, я решил отъехать. А так, конечно, лучше держаться на той полосе. Там меньше бугров. Вот сейчас. Так, я уже проезжаю город Росарио. Скучная была дорога, я же говорю, нигде нельзя было остановиться. Так, тут сотню нужно ехать, ладно. Нельзя было остановиться, единственное, что не было встречного транспорта, как бы, что не мешает. Все остальное, честно говоря, скучновато. И бедненько, скажем честно. И еще поза городами такие свалки мусора. Видно, прямо грузовики приезжают, сваливают. То есть, как бы, не очень в этом вопросе они. Так, социальные районы, я так понимаю, потому что все построено одно к одному. Так, Буэнос-Айрес прямо, Кордова прямо. И когда тут доезжал до Росарио, но не заезжал, тут сразу сворачивал на Кордову в прошлый раз. Ладно, поехали, поговорим, посмотрим, что тут будет после Росарио. Чем больше еду по таким городкам, тем больше мне нравится Буэнос-Айрес. Скажу вам честненько.
более-менее чисто по сравнению с Санта-Фе городом. Тут хотя бы не лежит прямо на дороге куча мусора. Хотя райончики всякие проезжал, но все равно хотя бы куча мусора не валяется прямо на дороге. Посмотрите райончики. Но много таких районов вижу. Так, Буэнос-Айрес показано прямо. Да и GPS показывает еще 5 километров до поворота. Так что, ребята, вот вам куда надо. Буэнос-Айрес. Видите, вот так написано. Вот туда надо. Я уже начинаю скучать за Буэнос-Айресом. Стационарная камера. Ограничение 100. Ограничение 100. Стационарная камера. Мы едем 78, надеюсь. Все нормально будет с этой камерой. Так, я так понимаю, что скоро окраина города будет. Чао, Росарио. Чао, чао, Росарио. Мы едем на Буэнос-Айрес. Все, сейчас будет написано вот Буэнос-Айрес. Пряменько, 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 пряменько вот так вот. И там же начнется и провинция Буэнос-Айрес и все такое. Все, уже мне как бы это... Я на Санта-Фе насмотрелся. Чау! Нику продают. Вот уже все, вот в сторону Буэнос-Айреса точки по продаже клубники начинается. Надеюсь, что сейчас найду точку даже, где можно покушать. То есть уже как-то вот, ну не знаю, оживает. Там прямо как в пустыне, блин. Никаких торговых точек, никто ничего не при дороге. Пустыня, пустыня. Вот Буэнос-Айрес выезжать будем. Вот это вот уже все. Там уже есть жизнь есть. Даже и здесь, смотрите, вот в сторону Буэнос-Айреса уже какая-то жизнь. Вон Миланес, салон. Клубника 3 по 150. Ладно, у меня будет перекус, потому что уже за столько времени вообще ничего не могу встретить. Хотя бы из курицы миланесу такую, с лечугой, с салатом, помидором, такая куриная миланеса. Горячая. Сейчас покушаем. Но вообще Санта-Фе любит мусор, конечно, это капитально. Я смотрю и везде все набросано. Смотрите. Видите? Все такое вот. Но хотя бы уже сюда, вот там уже какую-то клубнику продают. В Буэнос-Айресе хоть что-то есть. Хоть что-то. Там вообще пусто. Посмотрю, что это 3 по 150 клубника. Сейчас оказывается какая-нибудь наколка, как всегда, что не килограммы, а что попало типа. Сейчас глянем. Что там такое есть. Если хорошие купим, если нет, гуляет лесом. ¿Cuánto está frutilla, señor? Tiene por 150 entre de esas, tiene de 200, tiene de 500, kilo y medio. ¿Ajón? Ah, 3 por 150, ¿qué es? Son 3 bandejitas chiquitas. Ah, 3 bandejitas chiquitas, no, gracias. Bueno, buen viaje. Gracias. Ну да, пишут 3 по 150, это типа можешь так подумать, что это там, ну, это самое, знаешь, 3 килограмма. Нет, маленькие 3 стаканчика по 150. А 1,5 кило 500 с лишним, то есть килограмм с половиной 500 с лишним. Это я к тому, как у нас заманивает насчет что-нибудь прикупить. То есть, а потом оказывается, что ты в стакане насыпать тебе. Будет 3 по 150, это будет 3 стаканчика там маневик таких. Вот оно что 150, а не 3 килограмма. Вот здесь другое дело. Здесь каждые
Говорят, километр стоит торговая точка, плакат и все остальное. То есть торгуют полным ходом. Уже апельсины, клубника и все подряд. И какие-то типа алмадерос, то есть эти копчености какие-то, сыры там. Ну, в общем, уже тут кампесины эти наши повыходили, порасставлялись. То есть чем ближе к Буэнос-Айресу, тем больше уже появляется торговля. А раньше там такая дорога вообще, я такой скучной дороги вообще не видел никогда, чтобы так вот совсем скучно было. Не остановиться, не увидеть, только поле и мусор. Больше ничего. Здесь хоть торговля каждый километр какой-то стоит. Приятно глазу. Зелененькое все, чистенькое. Это началась провинция Буэнос-Айреса. Никаких постов не было, ничего. Просто табличка стояла, что это уже принадлежит как бы провинции Буэнос-Айресу. Вообще ничего. Вот. И смотрите, там все-таки как-то было жарко, сильно высохшее, а здесь начинается только скоро будет весна, то есть мы тут еще зима. И тут не настолько высохшая. Соответственно, какая-то зеленая травка прорывается, получается уже такая зелень прощупывается. Это уже приятнее. И нету столько, хлама, как перед этим. Смотрите, уже, видите, совсем как-то по-другому все это. Я не скажу, что тут по-богатому. Конечно, нет. Совершенно нет. Ну, по-другому. То ли это я уже привык так. Все, я уже соскучился за Буэнос-Айресом. Так что едем в Буэнос-Айрес, бродилки по Буэнос-Айресу делаем, и потом поездки по провинции Буэнос-Айреса. Поедем карпов хороших гонять. Я там знаю местечки интересные, где еще не бывал. Так что, а потом посмотрим. Может, там уже, смотри, морская начнется рыбалка. Дадим полицейским меня обогнать. Установлена передвижная камера контроля скорости. Они как и не сильно просятся, но мы и сами такие, что дадим. Жандармерия. Вот, видите, смотрите, чистенько, как-то зелень какая-то, что-то покошено, еще что-то интересненькое. То есть, мне как-то это больше понравилось. Ладно, бросим, какие-то фишечки стоят, наверное, полицейский пост, но, в принципе, видите, все фишечками, не прячутся в закоулках, а вон пообставлялись, поставили, что полиция, поставили флажки, чтобы издалека было видно, что здесь полиция. Они сидят по кущам с радарами, как, блин, эти партизаны с пистолетами. Вот, это вот уже Буэнос-Айрес, ха-ха. Это уже наша земля. Смотрите, скоро весна. Даже какие-то желтенькие цветочки у нас в провинции цветут. Мне аж непривычно возвращаться в зиму. Хотя я так смотрю, если ничего не изменится, в принципе, если так пойдет, то я представляю, какая будет весна, если это зима такая. Крутенько. Еду с включенным кондиционером, потому что холодный воздух давал в машину. Это 9-я дорога, это провинция Буэнос-Айрес. Номер дороги 9. Тут можно ехать 120. В принципе, смотрите, ни выбоинки нету. То, что я всегда говорил, что дороги отличные. Вот я некоторые места находил, где были плоховатые дороги. Но это были, как правило, почти не... Ну, в общем, там почти нет машин. А здесь, где есть, смотрите, вот спокойненько можно там 120, 118, 115, ну, в общем, там как-то нормально можно ехать, скажем так. Я тут слушаю себе шансончик и еду, наслаждаюсь дорогой. И просто зелень радует глаз. Вот переехал, и тут зелень. Там как-то уже было высохшее, уже было и 30, 37, и 35, а здесь зелень. Здесь не так сухо, не такая жара, соответственно, уже как бы все скоро будет весеннее настроение. Так, ребята, на этом наше кино про путешествие закончилось. Про это путешествие будут потом вторые. Я уже приближаюсь до Капиталя. Мне до Капиталя осталось только 25 километров. Передвижная камера контроля скорости. Я уже по Ограничение автописте 130. шурую. Уже, в принципе, это уже, скажем так, город наш. То есть это пригород.
Осталось 25 километров и Капиталь Федераль. Ну, тут уже побольше движений, 5-10, мне уже как бы не с руки держать тут камеру и управлять на скорости 130. Так что всем пока и не забывайте лайкать. Чао!